Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Сегодня делюсь с вами рецептом ленивых булочек, настолько мягких, пышных и воздушных, что их можно просто есть губами. Рецепт простой, с ним справится любая, даже начинающая хозяюшка, и получатся такие булочки точно у всех. По сути, это ленивые синнабоны, только менее заморочливые, очень мягенькие, очень нежные. Советую приготовить. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, подписывайтесь на мой канал, найдете много вкусных и простых рецептов. В миску вливаю теплое молоко, добавляю сахар, сухие активные дрожжи, перемешиваю, оставляю минут на 10. Если вы уверены в качестве своих дрожжей, то этот этап можно пропустить. Затем добавляю ванильный сахар, соль, вбиваю яйца, снова перемешиваю венчиком. И теперь поэтапно буду вводить муку и замешивать тесто. Я обычно это делаю за 3-4 раза, в зависимости от качества муки. Ни в коем случае сразу всю муку не добавляйте. Замешиваю тесто вначале лопаткой, а затем уже, когда будет тяжело вымешивать, то буду делать это руками. Если у вас есть планетарный миксер, то можно замесить тесто в нем. Если же нет, то вымешивайте как я. В принципе, времени уходит немножко, где-то 7-8 минут. И тесто готово. Самое главное его не забивать, чтобы оно оставалось мягким. Поэтому муки не пересыпайте. Вначале тесто будет вот такое очень липкое. Когда всю муку вмешала, добавляю постепенно сливочное масло, мягкое, комнатной температуры. И каждую порцию вмешиваю в тесто. Как только вмешалась одна порция, только затем добавляю вторую. Тесто очень липкое в начале, а затем постепенно оно будет формироваться, объединяться в один комок и уже не будет прилипать ни к стенкам миски, ни к рукам. В самом конце добавляю немножко растительного масла и где-то еще секунд 30 вымешиваю с ним, и тогда уже точно тесто не прилипнет к миске. Оформляю его вот так вот в шарик, округляю и накрываю пищевой пленкой. Оставляю на 1 час. Через час посмотрите только, как великолепно выросло мое тесто. Такое приятное, воздушное. Я его хорошо обминаю, накрываю пищевой пленкой и отставляю пока в сторонку, пока буду готовить начинку. Для начинки беру мягкое сливочное масло, сахар и ванильный сахар. Сюда очень уместно добавить корицу, но у меня домашние категорически не любят, поэтому я не добавляю. Перемешиваю вот так вот, чтобы была однородная консистенция. Силиконовый коврик припыляю мукой, выкладываю сюда тесто, оно снова хорошо поднялось, стало такое эластичное, мягенькое. Я его растягиваю в прямоугольник и раскатываю по размерам таким, чтобы подходили под мой противень, на котором буду выпекать. Противень я застелила пергаментной бумагой и при помощи скалки перекладываю сюда тесто. Распределяю его руками так, чтобы оно улеглось равномерным слоем. Выкладываю сюда всю начинку и распределяю силиконовой лопаткой по всей поверхности. Конечно, если бы здесь была корица, то эти булочки еще бы больше напоминали синнабоны. Но и так получится тоже очень-очень вкусно. Острым ножом разрезаю теперь этот пласт теста на булочки. Я даже удивляюсь, как я раньше не догадалась до такого вот формирования очень простого, незаморочливого рецепта, по которому действительно легко их делать. Теперь силиконовой лопаткой прохожу еще раз по разрезам, так, чтобы потом булочки в процессе выпекания не склеились. Духовка у меня уже заранее разогрета на 180 градусов. А пока я оставляю булочки на 20 минут, чтобы они подошли. И ставлю уже затем в горячую духовку на 25 минут. Получается очень ароматная такая хрустящая корочка. А теперь приготовлю крем. Любой творожный мягкий сыр соединяю со сливочным маслом, сахарной пудрой и ванильным сахаром. Вместо творожного сыра можно брать, например, густую сметану. Все это хорошо перемешиваю и вливаю сюда молоко. Снова перемешиваю.
Теперь этим кремом я буду покрывать булочки, но предварительно лопаткой я вот так вот разъединяю булочки по швам, так чтобы потом крем попал и между булочками, и еще лучше их пропитал. Еще горячие булочки заливаю кремом. Промазываю их по всей поверхности. От этого крема корочка станет более мягкой. И еще раз вот так вот лопаткой силиконовой прохожусь, чтобы крем попал между булочками. Их можно уже есть, можно дать им постоять, немножко пропитаться и пробовать. Булочки получаются очень пышные. Посмотрите, как замечательно поднялось тесто. Мягенькие, ну просто воздушные. Я даже не скажу, это как вата или как облачко, как их назвать, но действительно без преувеличения очень мягкие. Посмотрите, какое внутри воздушное тесто. А этот крем, конечно, делает их еще более вкусными. Булочки в самом деле напоминают синнабоны, а если еще с корицей, так их просто будет не отличить. А насколько проще их делать, вы видели сами. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось или было полезным. Если так, то не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты и узнавать о них первыми. Делитесь понравившимися с друзьями, буду очень благодарна. Жду ваших комментариев, это лучшая награда для меня. Желаю всем мира и добра. Всем пока!